Здорово, родной! Ты на канале Tanto Play, и сегодня ты узнаешь финальную историю о том, как гениальные админские механики казуального сервера в Days окончательно добили наши стальные нервы. Мы решили доказать этому серверу, что мы крутые мужики, и снова поперлись в химзону, чтобы забрать то, что наше по праву. Но Days, как обычно, решил сломать наши планы через колено. Заноси свой царский лайк, прожимай подписочку, а мы начинаем парад страданий. Как говорил мой дед, и я твой дед. А нет, это немного не то. Если сервер не дает тебе лут, значит ты недостаточно сильно страдал. Мы же крутые мужики, но нас не напугают ни газа, ни зомби. Сказано, сделано. Берем, по базуке в каждую руку и вперед. Я шел довольно насвистывая под маской, рюкзак уже ломился от хабара, как вдруг из-за угла выходит он. Гренадер. Этот качок в скафандре смотрел на меня взглядом, полным презрения и желания аннигилировать мой анус. Не знаю, то ли на нервах, то ли из-за чего-то еще, но жадность сгубила очередного фраера. Я не догадался кинуть рюкзак и просто свалить. Как мог, я отстреливался, но этому бычаре было все равно. В какой-то момент он перестал закидывать меня флешками и решил поставить точку в наших догонялках. Мне прилетела хаешка прямо под ноги. Но Дейс не отпускает. Run. Пока я бежал с берега, я нашел другого бедолагу, над которым уже трудились мухи. Пошарив в его холодных карманах, я обнаружил ключ-карту от карьера. Так что цель ясна. У нас новая миссия – залутать карьер. Надеюсь, там мы найдем что-нибудь весомое. По дороге решили лутануть другой объект на скалистом и собрать барахло на продажу. Ничего особенного не нашли, просто немного добра, чтобы покрыть текущие расходы. Хотя в прошлый раз мы здесь залутались неплохо. Вот в этом видео по всплывашке вверху можешь посмотреть на нашу добычу. Тачку бросили в лесу и думали идти спать, когда игра подкинула нам новый квест в 2 часа ночи. Мой перс решил не выходить из машины, а вылететь. Как следствие, перелом ноги. Кое-как нашли кусты в лесу, совершенно неожиданно. Да-да, в лесу и нет кустов. Сюр. Но мы такое любим. Смастерили шину, а дальше списались с местными и договорились о покупке кирки у парня. Здорово. О, это ты кирку продаешь, я знаю. По пути цепанули таксончика. Шнырь, здорово, это ты? О, это ты. Залазь. Привет. Здорово. Кстати, наш водитель меня узнал. Слушай, Танто, а ты не блогер? Блин. Но только если самую чуть-чуть. Вы в прошлом сезоне, да, по-моему, залетели? Ты там пару видео делал. Да, в прошлом Да. сезоне в конце мы залетели. Скорее всего, ты мне в рекомендациях залетел. Офигеть, вот это... Сдохнуть можно! Чуваки, я же звездой стану! Пусть у меня небольшой молодой канал, но черт подери, как же это приятно, когда игроки тебя узнают. Апофеоз подвез нас до трейда, помог парой советов, и мы выпросили у него 2 ремкомплекта. В каждой серии мы встречаем добрых и отзывчивых людей, готовых помочь не только словом, но и делом. Дейс это не только про выживание, но и человечность. Счастливенько. Удачи. Пока-пока. Да, ждем контента. Будет обязательно. 3-й видос, кстати, пишется. Я всегда рад отметить представителей адекватного комьюнити. Пусть ребятам будет приятно. Сначала был юморной диалог про стоимость проезда, но все-таки нас подбросили просто так за наши красивые кислые хари. Сколько за проезд? А 3 пачки патрон с брата. Молчи, придурок. А если патронов нету? Тогда натурой. Окей. Не, ну ладно, с Кити мы еще натуру возьмем, но с таксончика... Да и с меня тоже. Так я не для себя, у нас девочка есть. А, нет, это вопросов 0, поехали. Ты тоже заметил, как Димон подозрительно резко согласился? Ты видел, чем тебя дубасил-то хоть? Не, только отойдешь поссать, так тебя твои друзья сразу пирами Не заштырят. не переживай, я бинт держал наготове. Так что ты бы не умер. Нихера ты заботливый. Я заботливый. Не то, что ты гандон мою кастрюльку взял и кинул. Я так бережно за ней слежу, а он ее, блин, как свинтус Пепе взял и нагадил. Ну чисто технически он назвал меня господин Пушка. Ган это пушка по-английски, а Дон это уважаемый человек. Господин по-испански. Уважение? Уху, если хочешь. Уху. Хорошо. Уху из термоса будешь? Да, ты ухуела? Охуел. Осторожно тут, осторожнее. За это ты один зуб ему золотой отдашь. Вот. Чё за на... Я ёбался. Откачаешь? О, доброе утро, господа. Поторчали немного на трейде, поржали с местными и стали собираться в путь. Найти карьер не составило труда, он находится в Северограде. Ключ-карта ровно на вход и выход. Это не вход. Внутри бегают зомби, можно найти кирку или кувалду, но самое вкусное это залежи золота. Мы собрали 7 самород, а теперь надо поехать продать все добытое честным трудом кочевнику, но тут мы столкнулись с новой проблемой. Посмотри внимательно на карту. Это точки спавна кочевника, который скупает золото. Тебя точно ничего не смущает? Особенно учитывая, что размеры карты 225 квадратных километров. Админы. Господи, да вы чё, охуели что ли? Реализация полный провал.
Да, задумка отличная. Кочевник переезжает с места на место, как и любой другой человек. Но смотря как это подать. У вас он гоняет по всей карте после каждого рестарта. К слову, на трейде есть возможность за один золотой зуб съездить к другому кочевнику. У меня вопрос. А какого хрена? Ну сделайте вы рандомную стоимость поездки в зависимости от отдаленности его от трейд-зоны, чтобы люди не страдали, или сделайте в 5 раз меньше спавнов хотя бы. Мы час потратили на то, чтобы объехать несколько точек, и конечно же мы кочевника не нашли. Плюс у нас сгорела свеча в машине. Старались ее оттолкать, но не получилось. Да пошло на все в жопу. Бросили в канаве, вдруг никто не пожалуется из игроков. Все, я устал. Мы месяц играли после вайпа, собирали зубы и прочий кошерный лут, но банально не можем его продать. Как гром среди ясного неба на наши головы обрушился Ромчик. Это тот самый парень, познавший дзен выживания, обладатель 10 тысяч часов в Дейзи и просто самый дружелюбный человек в мире. А еще у Ромы есть чувство сопереживания. В смысле? Ты же вызвался помочь нам, папа. Ну, за 20-ку. Да не, денег я с него не возьму. Я сейчас сначала этого чепуху эту, блядь, отвезу. Это все юмор. На самом деле Легион нормальный парень и всегда готов прийти на выручку. Он 2 часа возил нас по карте на своем неубиваемом Бронко. На нашей сарке это все растянулось 2 часа на 4 в лучшем случае. И то, если бы мы ее не угробили, а мы ее как раз таки угробили в прошлом видео. Можешь посмотреть по всплывашке сверху, там вышла забавная история. И наконец-то мы нашли этого деда. Кстати, забыл сказать, что на той карте, которую ты видел, спавнится не только кочевник с золотом. Там 3 кочевника. Но после рестарта вылупится лишь один. Скупающий золото, продаван с консервами, либо барыга с шкурами. И я не имею в виду девушек легкого поведения, такого тут не завезли. Третьему ты можешь сбагрить шкуру животных. То есть ты представляешь, как нам повезло, да? Короче, продали то, что мы собирали целый месяц по паре часов в день и поехали радостно забивать свой виртуальный счет. Если что, у нас уже будет стартовая баблишка, а без этого тут очень тяжело после вайпа. Сервер, конечно, напичкан крутыми кастомными механиками под завязку, но после всех этих кругов ада мы поняли, что официально здесь наигрались. Тратить по 2 часа в день на поиски микроскопа ради одного укола, отлетать на берег после каждых 10 случайных ударов от зомби, да еще и понимать, что каждые 2 месяца прогресс аннигилирует очередной вайп, это слишком даже для наших стальных нервов. Ты строишь какие-то планы, о чем-то задумываешься, а потом бац, и ты бомжуешь на берегу у Березина. К сожалению, эта бесконечная беготня по кругу тупо портит все впечатление. Да пойми ты правильно, я не говорю, что сервер говно или он мне не понравился. Админы реально заморочились. И контента завезли столько, что его за полгода не переварить. Но, родной, какой к черту казуальный? От казуального здесь только название. Поэтому мы приняли тяжелейшее, но единственное верное решение. Валить нахер на другой сервер Беги, сука, беги! и продолжать наши садомазохистские страдания уже совершенно в других локациях. С тобой был Танта, береги нервы и не суй нос в мусорной баке. С меня контент, с тебя подписка и лайк. Все честно. Увидимся в следующей серии. Твою мать, А вот это красиво. Твою мать. Да ладно. Ну, ты не